Ребят, всем большой привет, здесь Фил, канал Честный Блог. Наверное, в эти дни крайне сложно вообще, в принципе, говорить о чем-либо другом, кроме как о ситуации в Украине. Понимаю, насколько там сложно, насколько ужасно смотреть эти трагичные кадры. И все, конечно же, желаем скорейшего решения этого конфликта. Также я понимаю, что должно быть еще что-то, что будет нас немножко отвлекать от того, что происходит. Поэтому решил я сегодня рассказать вам про новый Samsung Galaxy Tab S8 Plus. И мы все понимаем, что ситуация сейчас крайне тяжелая, причем в каждом регионе она по-своему. Если говорить про производителей, то у них своя история, потому что введены санкции и часть компаний уходит из России, а в это же время у Samsung стартуют продажи главного устройства, Galaxy S22, 22 Plus, Ultra, а также новые планшеты. И не очень понятно, на самом деле, как это все будет происходить. Цены уже выросли, за 82 тысячи рублей продается вот этот планшет Galaxy Tab S8 Plus. Давайте расскажу, что он из себя представляет. Меня зовут Фил, это канал Честный Блог. Погнали! Ну, в первую очередь хочется сказать, что этот планшет является небольшим, я бы сказал, обновлением предыдущей серии Galaxy Tab S7. То есть, по большому счету, все основные вещи, которые были в предыдущем планшете, они переехали сюда, просто проапгрейдились. Технические характеристики улучшились, экран стал ярче и цена выросла. Ну и так как раньше Galaxy Tab S7 это было топовое устройство, то, соответственно, и в этой линейке тоже максимальный топ. И для всех, кто любит Snapdragon, а не Exynos, хорошая новость, планшет выходит только на версии Snapdragon 8 Gen 1. Это новый процессор. Вы знаете, что он достаточно сильно нагревается и тротлит в других устройствах, а Samsung удалось немножко порешать вопрос как минимум тротлинга и как максимум нагрева. Об этом сегодня расскажу. Вы должны понимать, что это очень тонкое устройство. Его толщина 5,7 мм. Это тоньше, чем любой другой смартфон. Он действительно прямо как невесомый. 567 граммов весит. И его диагональ дисплея 12,4 дюйма. Это достаточно большое устройство. Уверен, что оно даже будет не влезать в какие-то сумки. Особенно, если вы привыкли к 10-дюймовым дисплеям. Плюс также у нас есть стилус, S Pen, и хорошо, что он идет в комплекте. Сзади он, кстати, вот так вот прикрепляется, и в этот же момент он начинает заряжаться. Есть три модификации: Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8 Plus и Galaxy Tab S8 Ultra. Раз уж я начал говорить про S Pen, скажу, что он немножко проапгрейдился, и скорость отклика уменьшилась до 6,2 секунд. Кстати, напомню, что на серии Galaxy S22 Ultra там тоже теперь есть стилус, и там отклик вообще 2 с копеечкой миллисекунд. Так что процесс рисования происходит максимально комфортный. Плюс у Samsung есть, конечно же, прикольные фишки, например, рисование на заблокированном экране. То есть вы просто берете S Pen, снимаете его с задней крышки, начинаете писать на черном фоне. Это очень прикольно. Плюс есть еще фирменная раскраска Pinup. Есть огромное количество функций у S Pen, как дистанционное управление, как перевод текста. Ну, вы сами знаете, это очень прикольная вещь. Правда, она прикольная для тех, кто этим пользуется. Я S Pen вообще практически не пользуюсь, как и в смартфоне, так и в планшете, поэтому особо на эту тему не парюсь. И даже когда мне нужно что-то отредактировать, когда мне нужно что-то нарисовать, все равно привык все это делать пальцем. Разблокируется смартфон либо при помощи фронтальной камеры, то есть считывает лицо фотографии, либо при помощи сканера отпечатков пальцев, который встроен в экран. Сканер отпечатков пальцев работает хорошо, разблокировка по лицу мне не очень нравится, она такая достаточно тормознутая. Собственно, как у большинства Samsung, разблокировка по лицу происходит не быстро. У китайцев все происходит, честно говоря, побыстрее. Звук отличный, здесь настройка от компании AKG. AKG это компания, которую приобрела компания Samsung. Здесь 4 динамика с обеих сторон. Звук шикарный. Если вы хотите планшет с лучшим звуком, то Galaxy Tab S8 Plus, собственно, предыдущий Galaxy Tab S7 звучит просто шикарно. Звук как будто вы идет прямо из экрана, вы максимально погружаетесь в киношку и в игры и так далее. И понятное дело, что вы держите планшет таким образом, вы перекрываете нижние динамики, но верхние динамики у вас работают. Круто. У нас алюминиевая рамка, спереди и сзади стекло, Corning Gorilla Glass 5-го поколения. Боится, конечно же, этот планшет падений, поэтому обязательно организуйте для него чехол. Плоские грани, как у предыдущей серии, очень напоминают дизайн айфона. Рамки не маленькие, не большие, нормальные и одинаковые со всех сторон. Экран очень яркий, очень классный. Это Super AMOLED, 120 Гц разрешение, HDR10+, поддерживает 266.5 дюйм. Наверное, сложно сказать, что к нему могут быть какие-либо вопросы, потому что это, безусловно, один из лучших дисплеев, которые вы можете найти на планшетах. Вы знаете, компания Samsung является лидером в этом вопросе. Единственный момент,
момент, который вас может смущать, это шим. Это мерцание глаз не замечает, зато замечает мозг. И есть люди, которые прям очень сильно на это реагируют. Но я думаю, что вы в курсе, что у вас аллергия на AMOLED, поэтому для вас, конечно же, такой экран не подойдет. Я боюсь, что много чего тогда из топовых устройств для вас не подойдет. Мне повезло, я к шиму совершенно равнодушен, поэтому пользуюсь отлично AMOLED, OLED экранами. И мне, в принципе, конечно же, они нравятся за счет максимального контраста, глубокого цвета, черного и так далее. Если зайти в настройки дисплея, то мы здесь можем поменять плавность движения, мы можем включить режим комфорт для глаз, мы можем немножко изменить режим экрана, поменять цвета, здесь также шрифт, масштабирование и все остальное. Но нету DC-диминга, здесь нету функции, которая каким-нибудь образом прибирает. Это шим, в принципе, компания Samsung к этому относится достаточно ровно. Типа, есть люди, у которых проблемы с шимом, ну, как бы сорян. Раньше компании немножко экономили на планшетах, и они выходили такие, знаете, скучноватые в плане количества оперативной памяти и всего остального. Здесь все хорошо, по-флагмански 8128, 8256, 12256 памяти, UFS 3.1, это быстрая память, конечно же, LPDDR5, ну то есть это максимально быстрый планшет. Вопросов к нему в плане быстродействия нет никаких, и помните, в самом начале я говорил, что Samsung удалось хорошо поработать со Snapdragon. Вот как раз специально я провел тротлинг тест, 30 минут, 100 потоков, проседание не очень большое, на 20%, но в целом выглядит очень ровненько и прилично. Если вспомнить тротлинг-тест, например, на Xiaomi 12 Pro, где были такие горы, прям страшно было смотреть, 344 тысячи гипс на максимуме, на 297 в среднем, это очень хороший результат. И я бы только сказал, что в Antutu не такие большие цифры, то есть порядка 800 тысяч баллов. Если нам обещали, что Snapdragon 8 Gen 1 будет набирать порядка 1 миллиона баллов, по крайней мере у китайцев, то у Samsung это 800 тысяч баллов. С чем-то связано сложно сказать. Я могу допустить, на самом деле, что Samsung каким-то образом программно немножко сдерживает этот процессор, потому что, во-первых, он не очень сильно греется. Смотрите, первый прогон 25 градусов всего лишь, второй прогон и 27 градусов, 3% аккумулятор потерял. Ну, то есть максимально не нагревающееся устройство по сравнению со смартфонами, например, которые в свою очередь нагреваются до 50 и даже 60 градусов. Вспомним и Соньку, и Asus. Да, там прям очень тяжело и прям печка. Здесь комфортно. Ну и несмотря на то, что устройство новое и по сути еще будут прилетать прошивки с апдейтами, мне уже нравится, как оно работает. Да, понятно, что оно не идеальное, и где-то все равно есть микролаги и микрофризы, но к ним вопросов у меня особо нету. Я бы сказал, что главный фриз периодически возникает только когда ты запускаешь Google ленту, то есть ты взял, свернул там игру Call of Duty, запустил Google ленту, и вот ты увидел, как она немножечко прогрузилась. В остальном, наверное, вопросов никаких нету. В плане игр тоже вопросов нет. Вы знаете, что мощнейший процессор будет вывозить все. Хотите играть в Genshin Impact, в Call of Duty, все что угодно, PUBG, конечно же, будет работать здесь максимально хорошо. Так как с тротлингом компания Samsung поработала, то здесь сильно проседаний тоже не будет. Понятное дело, что игры типа Genshin Impact, они все равно выносят процессоры, какими крутыми бы они ни были, и все равно через там 20-30 минут игры у вас появляется ощущение, что что-то стало помедленнее, но в целом вы можете быть уверены, что если вы приобретете этот планшет, на ближайшие 3-4 года у вас никаких вопросов не будет в плане быстродействия. 3,5 мм джека здесь нету, как я уже говорил. Аудиосистема 4 динамики от AKG, есть Bluetooth версии 5.2, есть поддержка кодеков и есть очень быстрый USB Type-C версии 3.2, то есть файлы, которые вы будете передавать между компьютером и вашим планшетом, соответственно, очень быстро будут перемещаться киношки, сериалы и все остальное, что вы будете смотреть на этом планшете. А так как у нас аккумулятор на 10090 мАч, вы можете быть уверены, что этого планшета вам хватит очень-очень надолго в плане использования, в плане перелетов, хотя вы знаете, да, сейчас никуда особенно не слетаешь. Что меня на самом деле больше всего порадовало, это то, что здесь поддержка 45-ваттной быстрой зарядки, и от 0 до 100 планшет заряжается примерно за 1,5 часа. Это очень прикольно, потому что я вспоминаю, что прошлый планшет с 25-ваттной зарядкой заряжался порядка 2-3 часов. Это прямо очень долго, заряжать планшеты порой крайне тяжело. Здесь 1,5 часа. Классно. А вот беспроводной зарядки здесь нет. Я бы даже сказал, что беспроводная зарядка особо не нужна, а вот реверсивная зарядка пригодилась бы, да, если бы взяли гаджет, если бы взяли свой планшет, перевернули, сверху положили бы часики или наушники, или, может быть, телефон ваш новый Galaxy, и это все дело подзарядилось бы. Есть 3 варианта цветов. Это графитовый, как у меня, а также серебристый и розовое золото.
Если вы не хотите быть на Wi-Fi, соответственно, есть поддержка SIM-карт, а также есть поддержка карточек памяти. Что касается камеры, здесь в целом неплохой набор. Основная на 13 мегапикселей, апертура 2.0, есть автофокус и есть широкоугольная, точнее ультраширокоугольная камера на 6 мегапикселей, апертура 2.2. Можно снимать 4К, 30-60 кадров в секунду, а селфи-камера хорошая, 12 мегапикселей, тоже можете снимать 4К, 30-60 кадров в секунду. Это интересно, ведь китайские флагманы, многие до сих пор не умеют снимать на селфи-камеру 4К 60 кадров в секунду, а самсунговский планшет умеет. В чем проблема у китайцев, сложно сказать. В целом можно сказать, что, безусловно, Samsung выпустила топовый планшет, который будет радовать вас в ближайшие несколько лет. Очень сложная сейчас ситуация с ценами, с ценообразованием. Компании уходят с рынка, кто-то пока остается. Вот этот момент прямо очень непонятный. Компания Samsung тоже пока воздерживается от каких-либо комментариев, но я думаю, что в ближайшее время, так или иначе, мы поймем, как это все дело будет происходить. В любом случае, цены уже выросли, и в такой реальности нам с вами жить в ближайшее время. Могу ли я вам порекомендовать этот планшет в покупке? Я бы сказал так, если у вас есть финансовая возможность, этот планшет отличный. Его хватит вам на несколько лет вперед. Если вы хотите немножко сэкономить, можно купить предыдущий Galaxy Tab S7 Plus. Вы абсолютно не обломаетесь, будет все точно так же классно, просто подешевле. Если говорить о конкурентах, то по большому счету есть только планшет от Huawei, большой, да. Это Pro-версия MatePad 11. Он, кстати, подешевле стоит, но там экран не на 120 Гц, а на 60. Это главный как бы его минус. Я, кстати, делал рассказ про этот планшет. Оставляю ссылочку, переходите, посмотрите. Больше, по большому счету, конкурентов нет. Есть еще, естественно, Apple, но это уже отдельная экосистема. Ну, про iPhone вы и так все прекрасно знаете. Вот такая вот история, друзья. Очень интересно узнать, что вы думаете по поводу нового планшета от Samsung, что вы думаете по поводу ценообразования, как все это дело будет работать. Ну, от меня совсем скоро ждите много видосов, в том числе и по поводу нового Galaxy S22 Ultra. Ох, здесь есть много о чем рассказать, и хорошего, и спойлер не очень хорошего. Это все будет в ближайшие дни. Также Huawei P50 Pro, российский Snapdragon версия, Realme GT 2 Pro, iQOO 9 Pro и так далее. В общем, много будет всяких разных видосов, так что обязательно подписывайтесь на канал. Еще раз хочу сказать, что в максимально непростое время живем, и безумно хочется, чтобы все это максимально быстро прекратилось, и мы дальше начали двигаться. На этом все. Не болейте, берегите себя и своих близких. Пока.